Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Денис Немятомский на связи прямо сейчас. Денис, приветствую вас. Приветствую, Александр. Добрый день, друзья. Начать наш разговор я предлагаю с удара по Киеву, который, такие разные оценки получил. Слушайте, понятное дело, Зеленский сразу отправился там, цветы, вот это все, ходили, показывали. Но вы же видите, как абсолютно преподносят это, как вот что-то такое мягкотелое, как то, что вообще как бы несоизмеримо ни с чем, и в общем, что там они могут, эти россияне, вообще не запускали два орешника, один упал в Донецкой области, и вообще там какие-то гаражи повредили, а столица, уничтожили торговый центр, рынок, мол, и все. Но люди, которые пытаются анализировать информацию, видят, что ПВО сработало плохо, видят жертвы погибшими абсолютно небольшие для такого объема, официально то, что заявляется о гражданских, для такого объема удара. Ну и, конечно, очень серьезное разрушение и Киев с картинкой апокалипсиса. Как вы оцените происходящее? Если это удар возмездия за Старобельск получился или нет? И, собственно, о чем нам говорит эта реакция? И вот то, как пытаются это преподнести со стороны Банковой и со стороны официального Киева? Мне кажется, со стороны Банковой и связанных с ними ломами и блогерами у них есть некое разочарование, что при такой мощности нанесенного удара действительно было задействовано большое количество ракет, жертв, скажем так, не так много, как бы хотелось некоторым. И поэтому оценивать результаты как нанесения там, по уничтоженным там, каким-то объектам, я бы не стал. На самом деле были продемонстрированы возможности, и при этом не была поставлена задача, и наоборот была поставлена задача не причинять максимального ущерба гражданским и гражданской инфраструктуре. Потому что при том количестве, которое было нанесено, треть Киева можно было стереть с лица земли. Если некоторые там считают, что это просто потому, что они куда-то там не попали, я думаю, что если бы целились, то попали бы. Современные технологии, особенно учитывая классификацию тех ракет, которые были запущены, позволяют наносить точный удар. Это была демонстрация. Демонстрация возможностей в случае эскалации конфликта и необходимости нанесения более, скажем так, кровавого удара. Вы же видите, Денис, как все говорят, а сколько можно демонстрировать, а вот орешник, а вот непонятно что, а вот эти цирконы, которые там подлетное время. Так пора же воевать всерьез. Прям целая дискуссия в российском сегменте об этом сейчас развивается, об этой теме. Это ведь на самом деле очень опасный путь, тот, который избрал Зеленский. В каком смысле? В том смысле, что вот смотрите, а нам все нипочем, лупите еще, вот вы там воюете, давайте еще больше давить. Многие оценили, кстати, потом немножко поменялось это мнение, что это прям как такой подарок Зеленскому для того, чтобы денежку давали и вообще как бы и не забывали о том, что идет война, потому что многим бы уже хотелось забыть. Я бы не сказал, что это прямо для Зеленского подарок. Другое дело, что он научился любую трагедию использовать в качестве информационного удара. И использует такие инциденты для продвижения собственной повестки. То есть после удара по Старобельску, после действительно этой трагедии, очень много детей погибло, нужно было чем-то срочно перебить. И что бы ни было, надо было срочно бежать в Совет Безопасности и говорить, а вот смотрите, по нам тоже ударили. Хотя количество удара со стороны Украины по Старобельску и количество ударов, нанесенные Россией в последнем инциденте, они несоизмеримы. И нанеся такой массовый удар, Россия как бы обошлась минимальным количеством жертв, в отличие от нанесенным точечным ударом Украины, в котором погибли там дети в Старобельске. Вообще как бы сам дискурс, люди не задумываются о дискурсе. Если вы говорите, что Старобельск – это оккупированная территория Украины, и при этом вы продолжаете оперировать категориями Россия, Украина нанесла удар.
давно адекватные люди поняли бы, что потери у нас происходят общие, что люди, которые погибают и на территории, которая сейчас подконтрольна России, и на территории, которая подконтрольна Украине, и на территории самой России, так гибнут люди внутри нашей цивилизации. Мы находимся в состоянии собственной внутренней войны. Мы находимся внутри цивилизационной войны. Люди перестали об этом думать. Люди начали думать так, как нас заставляют думать извне. Что мы воюем, Украина воюет между Россией, что это там два разных цивилизационных лагеря, что это там извечные враги. Пропаганда работает очень четко. Нас сделали врагами, и этот нарратив уже проник не только в украинское общество, но и в российское. Вот это самая главная трагедия. Не количество погибших никак не нанесет удар, потому что мы уже давно находимся глубоко в этой трагедии, в этом цивилизационном разломе. И думать надо об этом, как нам из этого выбираться. А не кто нанес точнее удар, и как надо было нанести мощнее, чтобы там полегло там раз в 100 больше людей. И потом обсуждать, вот на самом деле, мы же сказали, что мы там можем, вот мы можем. Я вот как хочу вот эту как бы тему препарировать, с вашего позволения. Ну вот смотрите, вы говорите, нас сделали врагами. Но тут же возникает сразу же вопрос, а чем чревато, вот скажем, вот эта обратка, что теперь в России к украинцам будут относиться как к врагам, то, на чем вы сделали акцент? Это была поставлена такая задача. Добиться такого уровня противостояния, любая вражда должна стать кровной. Если цель разъединения, если цель формирования цивилизационного разлома. Это одна из позиций, по которой нас пытаются разъединить. То есть кровавая, она самая эффективная, самая долгоиграющая. Но при этом же посмотрите внимание на другие, на ментальный фронт, на политический, на экономический, на культурный, в конце концов. Пытаются вытравить из украинцев все, что связано с их историей, с историей столетий. То это все было не наше. Пытаются сказать о том, что Украина и украинцы существовали когда-то отдельно от русских. Создать видимость, что какие-то эпизоды, которые происходили внутриособно, они происходили в любой цивилизации. В любой цивилизации были внутренние войны. Беда, когда это происходит в 21 веке. И в 21 веке нам рассказывают о том, что украинцы никогда не были с русскими близкими, никогда не были родственниками. Хотя у нас от 30%, это по самому минимальному подсчету, родственников украинцев и русских по обе стороны границы. И нас искусственно, очень активно, систематически пытаются убедить в обратном. И беда в том, что не только украинцы в это уверовали, но и русские тоже. И это говорит о том, что не хватает интеллекта, не хватает интеллектуальных элит национальных, которые смогли бы, прежде всего, собственному народу это объяснить. Сказать, выступить, самое главное, с месседжем о том, что, ребята, мы несем внутри собственной цивилизации потери. Самое главное, не кто сколько убил, не кто сколько ранил, и кто, какие могут запустить Украина по России, а Россия по Украине. А то, что эта беда происходит в нашем доме. Какие бы мы ни были, мы все равно родственники. И рано или поздно маятник гироскопа вернется в свое состояние. Будет страшно обернуться и посмотреть, что мы сделали с собственной цивилизацией. Невозможно сейчас выжить в столкновении цивилизаций, не принадлежа ни к одной. Денис, тут кроме россиян и украинцев заиграли новыми красками претензии к безучастию белорусов в войне. Значит, шатает крепко. Зеленский там проехался по городам и весям. Сегодня в Киеве Тихановская. Ее встретили цветами. Она, конечно же, проехала, картинно возложила цветы там, к погибшей белорусской оппозиционерке, там, к месту ее памяти. Проехалась, посмотрела из окошка, как разбит торговый центр «Квадрат» на Лукьяновке. Вот это вот все. То есть, да, вот президента Беларуси принимаем. Хотя на самом деле
Я, если честно, не понял непосредственно реакции, украинской реакции, официальной, банковой, да, на предложение Лукашенко: давайте встретимся, обсудим двухсторонние отношения. Хотите, ну там, в Беларуси, хотите в Украине. Можно было в Краматорск его позвать, почему нет? Ну, то есть, и в Краматорске состоялся бы этот визит. Почему эту карту Зеленский разыгрывает так, как он разыгрывает, белорусскую карту? Но это как раз ответ Лукашенко. Это демонстрация полного неуважения к суверенному государству, к суверенной воле народа. В Украине, в которой выборы не проводятся уже 6 лет и неизвестно, когда будет снова, демонстрируется неуважение к воле белорусского народа. Безусловно, есть люди, голосовавшие там, условно, за Тихановскую. Безусловно, есть люди, не поддерживающие Лукашенко. Но в демократическом мире, как там есть поговорка, да, Черчилль, по-моему, сказал, что демократия одна из худших форм существования государства и общества, но лучше еще никто не придумал. Поскольку люди проголосовали за Лукашенко, то Украина не имеет права игнорировать суверенную волю народа. Это демонстрация как раз неуважения к белорусскому народу. Ну, про свой собственный я уже молчу. Какие бы ни были взаимоотношения, какой бы ни был, как бы тебе ни казалось, какой этот режим неправильный в другой стране, но это суверенные государства, у которых есть собственная внутренняя политика, есть проведены выборы и какая ни есть воля народа. И ты обязан эту волю народа уважать. Потому что через эту призму и собственные граждане должны смотреть. Если как человек, стоящий во главе государства, относится к воле народа, действительно ли народ является сувереном власти. Если он игнорирует это по отношению к той же Беларуси, то почему он должен по-другому относиться к суверенной воле народа, единственному носителю власти в стране, в Украине, например? Война будет с белорусами? Ну, в нынешней ситуации никаких предпосылок для этого нет. Ни военных, насколько известно, потому что если были какие-то приготовления, уже кричали со всех утюгов, ни ментальных. Нет, и России нет никакой необходимости втягивать сейчас Белоруссию в войну. Ну, смотрите, сейчас же нужен решительный конец для российского, скажем так, общества, да, для решительный конец войны. Соответственно, угроза с севера — это так то, чем, собственно, может обернуться вся эта история. До Киева там подлетное время секунды, если так разобраться. Плюс, конечно, ядерная тема, она всплывает и играет все новыми и новыми красками. Все говорят: Лукашенко не Путин. Если что-то начнется, то он долбанет ядеркой. Я думаю, что у Лукашенко и у Путина достаточно интеллекта для того, чтобы не сдать глобалистам такие козырные карты. Они прекрасно понимают последствия, прекрасно понимают изменение статуса войны с конвенциональной на неконвенциональный. И по-прежнему я думаю, что Путин считает, что мы находимся в одном цивилизационном пространстве. По его мнению, он лечит рак операбельно, но с целью сохранить жизнь пациента. Ситуация на передовой. Достаточно сложная, по Донбассу есть там минимальное, но продвижение в районе Константиновки. Все радуются, украинские паблики, малой Токмачки, откуда как бы немножко откатились российские войска, и все так вот: помните Чернобаевку, теперь это малая Токмачка. Ну вот такой мем ходит и, в общем, так и гуляет по этому делу. У нас, кажется, потерялось вот это ощущение, что все для фронта. Тут для победы сложно добавить, да, но для фронта. Кажется, что вот эти обстрелы, возня с белорусами, информационная прежде всего, ну, полностью как-то отметают на задний план. То есть план выполнен. Зеленский от Ермака отмылся. Не находите? Во-первых, задача глобалистов как раз и состоит в том, что война именно продолжалась в том состоянии, в котором она есть. Когда в эту воронку падают новые и новые люди и со стороны Украины, и со стороны России. Что в эту воронку падают огромные ресурсы, нефтеперерабатывающие заводы,
логистические центры. Ну, эта война втягивает в себя все возможности для восстановления, для более-менее хотя бы среднесрочной перспективы восстановления славянской цивилизации как единого организма. Их задачи достигаются. Вот в чем беда, о чем я пытаюсь донести людям, чтобы они поняли, что на самом деле мы, чтобы куда ни прилетело и откуда, проигрываем в этом. Проигрываем, потому что мы действуем не в собственных интересах. Ни одна сторона, к сожалению, не сумела построить такую парадигму, которая вела бы к объединению и к решению внутри цивилизационного конфликта. Эта безыдейность и приводит к тому, что 100 метров туда, 100 метров обратно, но при этом усеянная трупами наших людей, и при этом огромнейшие ресурсы затрачены. Но ресурсы-то не совсем наши. Наши ресурсы уже потрачены, уже проданы, уже розданы. Те ресурсы, которыми располагает Россия, это их суверенные ресурсы. И надежда как раз на то, что в какой-то момент не будет уже тех ресурсов, которые приходят с Запада. Потому что вместо реальной помощи они просто подкармливают войну в Украине. Никогда в жизни они бы не выделили те деньги, которые выделили на войну, на восстановление Украины или на развитие Украины. Те моменты, которые мы наблюдаем неоднократно по поводу того, 0,25% выделения ВВП ежегодного стран НАТО на помощь Украине, на отказ от покупки энергоресурсов, авиационного топлива в России. То есть свидетельствует, что в мухе отдельно, котлеты отдельно. То есть есть интересы европейской и, грубо говоря, глобалистской организации, которые при помощи имеющихся у них ресурсов, которые они получили, вскрывая другие страны, для продолжения войны в Украине, для кормления собственного ВПК. Даже вопрос продолжения войны – это для них не экзистенциальный вопрос, что закончится Украина, Россия нападет на них. Нет, это вопрос бабок, вопрос финансирования собственного политического будущего. А единственный момент, который у них остался рабочий, это ВПК. Это получение возможностей через военно-промышленный комплекс получать доступы к бюджетам, и эти бюджеты половинить, как делал Байден, как делала Обама, направляя Украине помощь, и львиная доля этой помощи потом возвращалась в виде откатов для финансирования Демократической партии США или выборов. Точно так же работает Европа, точно так же работает Великобритания. Не обладая на сегодняшний момент достаточным количеством ресурсов для ведения войны, они используют войну в Украине для кормления собственного ВПК и получения оттуда доходов для продления своего политического будущего. Прекратится война в Украине таким или иным образом, но налогоплательщики найдут другие пути, другие способы для того, чтобы тратить собственные деньги. Потому что когда заканчивается этот военный гон, тогда люди начинают оборачиваться, людей начинает пелена с глаз спадать, и они понимают, что они наделали, куда они деньги тратили, и к чему это привело, в каком состоянии их собственный дом. Здесь возникает очень интересный момент, так о какой тогда войне России и Европы может идти речь? Сегодня написали, что Ступ хочет быть переговорщиком. Ну, у себя на своих ресурсах медийных заявил о том, что я готов, я вот буду переговорщиком в урегулировании ситуации. Вообще о переговорах с Мителем вообще никто не говорит. Ну, то есть о том, что нужно заканчивать войну. Это не говорят, потому что они активно идут, и, скажем так, все прикрыто пеленой вот этой тайны, или ничего не будет в плане там каких-то договоренностей, договориться невозможно. Война может прекратиться всего при двух условиях. Первое условие, самое было бы логичное, и то, которое позволило бы из той пропасти, в которой находится наша цивилизация, выбраться. Формирование общей цивилизационной идеи. Сразу говорю, та, которая была сформирована, она не годится. Не вдаваясь дальше в подробности, не теряя эфирное время. Второй вопрос – это победа
суверенные государства, возглавляемые штатами, к сожалению, но так и есть, над глобальной монархией. Этот процесс происходит уже довольно... Вот это более, к сожалению, более реалистичный, но, опять же, мы в этой ситуации не будем субъектами. Мы объекты, и в этой ситуации просто разница будет в том, что прекратится кровавая стадия. Как мы видим, уже и в Великобритании нарастает очень мощный внутренний протест, который уже выплескивается на улице и который, о котором свидетельствуют и результаты муниципальных выборов в Великобритании. И, безусловно, что следующим премьером будет представитель реформ ЮК Фарадж. Второй момент. В Германии такой низкий рейтинг, как у Мерца, не было ни одного канцлера Германии за всю историю ФРГ. И, соответственно, та же ситуация во Франции, где набирает силы Народный фронт и Борделло. То есть это Словения, один из главных столпов глобалистов, которая была во главе леволиберальной повестки, несла перед собой это как знамя, и в Словении сменился премьер, который находится в совершенно других позициях, то есть, скажем так, протрамповских позициях. То есть Европа потихоньку начинает приходить в себя. Та иммиграционная политика, которую, скажем так, организовали глобалисты, она привела уже к внутреннему протесту в самих этих странах, в самых крупных странах, на которые глобалисты опираются. Крен в правую сторону приведет к смене внешнеполитического курса всех этих стран. Вайдель говорит открыто, что мы выйдем из глобалистских организаций, прежде всего из ЕС. И это уже не вопрос какого-то дальнего будущего. Я уже говорил, что ЕС в его нынешнем виде я отвожу время всего до 29 года. В Соединенных Штатах тоже идет Подождите, очень... вам можно возразить, что Британия, например, опять хочет назад в Европу, об этом тоже заявляют их действующие, ну, собственно, руководители. Поэтому тут как бы движение на движение, то есть там развал. И давайте тоже, ведь война с Россией это очень перспектива имеется в виду, да, вот этих угроз. То есть давайте тоже смотреть. Американцы вывели своих военных с территории Германии. 5000 человек они там планово перебрасывают. Куда вывели? В Польшу. Понимаете? То есть как бы то на то в принципе и выходит. И ну вот если так посмотреть, что есть силы, как сила действия и сила противодействия. С одной стороны, вот эта парадигма, да, а с другой стороны, ну так далеко они не ушли, эти американские военные. И, разваливающиеся с проблемами в Шотландии Великобритания может делать ход конем, отменить Брексит и как бы присоседиться, притулиться обратно, потому что есть общая задача. Первое, то, что вы сказали, пилить деньги, а вторая, вот смотрите, страшная Россия там со своим ядерным оружием и именем войны, собственно, опять новой кровью скрепить этот союз. Во-первых, это взаимосвязанные понятия, одно проистекает из другого. Как раз пилить деньги и мнимая угроза большой войны с Россией как раз и есть причина этого пиления. Что касается, как вы говорите, броуновского движения внутри, скажем так, западных стран, то, безусловно, так это и есть элементы той самой Третьей мировой войны, о которых мы говорим, тех тектонических сдвигов, когда формируются новые альянсы, старые альянсы становятся неэффективны, недееспособны и отмирают. И ЕС будет в их рядах, и как и НАТО. И кто говорит прежде всего о возвращении в Англии в Европейский Союз? Об этом говорит Стармер, политические дни которого сочтены. Об этом говорит монарх. Но об этом говорит Карни, который с 2013 года возглавлял главный банк Англии и является ставленником Великобритании в Канаде. И Канада говорит о том, что мы, несмотря на то, что Союз европейский, мы тоже рассматриваем вопрос, как под эгидой Великобритании тоже войти в Европейский Союз. Другое дело, в каком состоянии находятся этой политики, какой уровень их поддержки. Находятся ли они в тренде или идут они по нисходящей? То есть, да, они пытаются хаотично выстроить противодействие тренду, который задал Трамп.
формировании не назову это союзом, но как минимум переговорного стола суверенных государств. Нового Совета Безопасности, который Трамп назвал C5. И как раз вот это формирование новых связей, разрушение старых, оно и свидетельствует о том, что Европейский Союз в том виде, в котором он есть, он уже не устоит. Сейчас его главные страны – это, безусловно, Франция, Германия, Италия. В этих странах тоже далеко все неоднозначно, и сохранение текущего внешнеполитического курса – это вопрос очень ближайшего времени. Что глобалисты смогут построить в результате этого? Это вопрос. Недавно, да, было там, помню, не ошибаюсь, там неделя или 10 назад в Канаде собирались, Обама прилетал, там, то есть они пытались выстроить новый какой-то альянс. Но они настолько были уверены, что глобалистическая повестка, да, как там у Фукуямы, там, конец истории, что история закончится победой либерализма. Они настолько были уверены, что это действительно конец истории, и они навсегда пришли к власти, что они не продумывали план Б. То есть они могли себе представить, что начнется такое обрушение. Оно началось. И Трамп уже выкинул в переговорной комнаты и глобальную монархию, и Европейский Союз, и другие деструктивные силы. И это главный момент, на этот момент его достижения. Внутри Соединенных Штатов тоже начался очень довольно грамотный процесс. Если в 2016 году, когда Трамп пришел к власти, у него еще не было ни инструментов таких, ни понимания стратегии, было только желание изменить, скажем так, политику Соединенных Штатов, прежде всего внутреннюю. Не было понимания как. А сейчас типа инструменты появились, и появилось понимание. Об этом говорит и процесс во Флориде, в Майами, о Russiagate. Довольно-таки серьезный процесс, где поднимаются все эти товарищи, которые выступали говорящими головами, какими-то совестливыми агентами, которые случайно что-то записали, и вот теперь не могут кушать, пока им надо срочно об этом опубликовать. Эти все моменты исследуются и складываются в одну папку, где уже понятно и четко выстраивается состав преступлений. Верховный суд Вирджинии отменил обамовскую реформу избирательную, как он поделил округа, как было удобно для демократов. Сейчас этого нет. Трамписты внутри республиканской партии сумели удержать лидерство, и из 28 кандидатов внутренних праймерис победило 24 трамписта, а 4 победили, но еще потребуется второй тур. То есть это говорит о том, что довольно-таки мощный тренд на изменение геополитического ландшафта. И в этом есть тоже и наш интерес. В этом есть надежда, что победа C5, назовем так, над глобальной монархией приведет к окончанию войны, потому что не будет уже таких мощных интересантов, не будет такого мощного потока денег и, самое главное, пропаганды и давления на Украину, чтобы она продолжала биться за каждый куст России. Если посмотреть внутри Украины, получается политически выжженное поле. Вы фокусируетесь постоянно, делаете акцент на какой-то цивилизационной идее, но для украинцев украинцы ничего не предлагают. То есть мы видим о том, ну, что сейчас, да, там тиражируется, о том, что вот все должны воевать, будет какая-то там мобилизация с человеческим лицом, хотя лицо нечеловеческое, и сколько ни бей по Украине, да, очереди военкоматы не становятся. Да. Россия понимает, что, и там, об этом, кстати, очень интересно написал Медведев, что мы как бы этими ударами вроде как помогаем Зеленскому сплотиться вокруг себя. Ну, там имеется в виду сплотить вокруг себя украинцев, и украинцы потянутся к верхушке и как бы будут ненавидеть. Но надо бить сильнее, понимаете? Вообще с Россией там тоже очень интересно. Там пришел Дугин к Собчак и говорит, что интернет надо заслужить, надо вот это вот быть гражданином, осознанным и так далее. То есть абсолютно вот эта вот парадигма, знаете, давайте придумаем общую цивилизационную идею, судя по там мыслителям, которых слушают или которые выступают на российской стороне, ну как-то так вот, по крайней мере, с точки зрения там, современного человека выглядит, ну, очень, скажем так, жестко и глупо, хотя это, понятное дело, есть мнение там отдельного человека, но тем не менее. То есть внутри нечего предложить. И вроде как, предлагая войну,
да, ну, получается же, работает вот этот перпетум мобиля. Нормально, чего? Вот полупили, повоевали, все как бы отмирает из того, что вытравили. И получается, в принципе, какой-то ресурс есть. Ошибка большого и не надо, видите, все делают упор и говорят о том, что дроны нам помогут, дроны, показывают там перекрестки возле Константиновки, когда там пробки из вот этих наземных роботов на колесиках, вот этих машинок, которые там что-то перевозят куда-то. Ну, в принципе, и видите, как и всех устраивает такая война в дальнейшем. Что должно произойти в украинской политике? Потому что, ну, это же ушат холодной воды на голову. То, что вообще на голову украинцу, любому украинцу, внутри страны, за пределами страны, вот это воровство, вот эта вся, скажем так, шайка-лейка имени Ермака. Ну, видите, как путем крови, разрушений, новых ярких событий, связанных с войной, и это уже перемелилось и забыли, понимаете? Вот что должно произойти, чтобы украинская политика возродилась? В чем вы видите основную загвоздку? Здесь должен быть ряд элементов, которые приведут к какому-то результату. А то, о чем вы говорите, о, скажем, идеологах, которых находятся в России, да, я свое мнение уже по этому поводу высказывал. Те идеи, которые они продуцируют, они не являются общецивилизационными и такими, которые были бы на сегодняшний момент, в сегодняшних реалиях эффективными, чтобы они смогли перебить те существующие уже идеологические повестки. Российство и украинство. Именно поэтому у нас сейчас тупик на фронте. Люди продолжают погибать, результата нету никакого для нас позитивного. Для тех, кто это устроил, и их устраивают такие идеологи, потому что они полностью вписываются в парадигму войны, которую они тут организовали. Украинское политическое поле действительно оно выжжено. И сформировать какую-то политическую силу с учетом того авторитарного той авторитарной вертикали, которая построена сегодня, ее практически невозможно. Потому что вплоть до физического уничтожения людей. Поэтому это не говорит при этом, что у людей не созрел запрос на новую внутреннюю политику, на какую-то объединяющую идею, на смену парадигмы, на переучреждение государства. Этот запрос, он находится, да, под глубоким слоем снега, но он растет как вулкан. И когда появится человек, который сможет это сделать, для этого нужны ряд предпосылок. Как только ослабнет режим, всегда, что помните, революционная неситуация, верхи не могут, низы не хотят. Когда верхи уже не смогут управлять, а по Зеленскому наносятся мощные удары, в том числе Ермак, да, они сейчас недостаточно концентрированы и недостаточно последовательны. Но вода камень точит. Это как бы направление движения я вижу. То чем больше будет подтачиваться краеугольные камни сегодняшней власти, тем больше будет появляться возможностей на внутриполитическом поле. Тем больше будут, скажем так, активизироваться политические силы. Да, для начала это смогут делать такие политические силы, которые условно легализованы. И сейчас, если они находятся под контролем Банковой, то как только они почувствуют, что контроль этот ослабнет, они тут же завьются кострами, как синие ночи. И будут проталкивать свою повестку и мочить Банковую, Зеленского и весь остальной клан. В этой ситуации уже начнут, как бы им не хотелось узурпировать ту власть, которая освободится. В любом случае начнут появляться и более здравые движения. В этом как бы есть наш шанс. Я был, ну и многие так удивились, в момент вот этого лютого удара, там появился Бужанский, Гончаренко, написали, что нам давайте о мире, а не о ракетах. Но тренд по ракетам запущен, вот этот Штиллерман выходит каждый раз и говорит, вот там другие вояки выходят, мы будем баллистикой атаковать, будем атаковать, вопрос времени, скоро у нас это будет возможно, будем, короче, лупить, будем наносить. Я безотносительно, да, без отношения к одному депутату и второму, просто так совпало, что они вот именно вышли на вот эту вот идею. Идея мира, а не ракет, насколько может быть привлекательна в условиях вот этих ударов.
сегодняшнее заявление от МИДа Российской Федерации, что удары возмездия наносились и будут наноситься по Киеву, и в ближайшее время выступят с новым предупреждением странам, которые размещают там посольства, ну, в общем, странам, чьи граждане, да, вот есть дип-миссии на территории Киева, что будет, собственно, очередное предупреждение уехать, да, убраться с места обстрела. Мир, а не ракеты. Ну, звучит же, в принципе, скажем так, как это, космополитично достаточно, да? Но насколько живуче это в момент управления Зеленского Украиной? Сам по себе лозунг не живуч, потому что под каждый лозунг должен быть ресурс, должна быть система. И если вы определяете это как собственную политическую доктрину, то представьте ее людям, сумейте ее отстоять. А на сегодняшний момент, я повторюсь, это практически в Украине невозможно. Красиво сказать, а дальше отползти и голосовать за продление военного положения, это опять же безотносительно к этим депутатам, это всего лишь инфантильный уровень. То есть он за собой не влечет никаких последствий. То же самое, когда в 2019 году Зеленского давайте просто перестанем стрелять. И при этом все работало на войну. Все работало на разрушение, на внутренний конфликт, на провоцирование внешнего конфликта. Если вы говорите о мире, то вы должны выйти с четкой программой. У вас должна быть дорожная карта, которая включает в себя не только тактику, но и стратегию, стратегическое целеполагание, к чему вы хотите прийти. И, возможно, это будет интересно элитам, как России, так и Украины. Возможно, это станет интересом народа. На кого вы опираетесь? Вот вы говорите о том, что давайте перестанем стрелять. На кого вы опираетесь? Кто ваша движущая сила? На кого вы сможете рассчитывать в случае конфликта? Какое количество людей готово рискнуть своей свободой и жизнью для отстаивания вот этих ваших правильных идеалов? На сегодняшний момент это просто слова. Пускай даже правильные. Я думаю, что те, кто говорят, они понимают, что их правильные, что они правильные, но за ними ничего не стоит, а поэтому им за это ничего не будет. Как вы оцениваете, ну вот вообще усилия, вот вы так много говорили о Трампе, но мы же стали свидетелями того, что США вроде как уходит до обретения новой динамики из переговоров и урегулирования в трехстороннем формате. Вот этот выход, вот эта пауза, которую объявили почти официально, чем чревато? Она чревата тем, что реально и происходит. А происходит увеличение воронки войны. Соединенные Штаты не являются, во всяком случае, трамповские Соединенные Штаты, не являются бенефициарами этой войны. Но при этом они не будут прилагать никакие сверхусилия для ее прекращения, потому что, как Трамп сказал, мы находимся слишком далеко от Украины по, скажем так, достигнутым соглашениям. Это не наша зона ответственности. И в-третьих, исходя из реалий, Трамп переложил все издержки экономические, военные, дипломатические, политические на главных ее бенефициаров, на Британию и на Европейский Союз. То есть вы хотите, пожалуйста, воюйте, но за ваш счет. Пусть банкет будет за ваш счет. Соединенные Штаты сосредоточены на западном полушарии, сосредоточены на Ближнем Востоке. Это сейчас их главное поле боя. Поэтому рассчитывать на то, что придет добрый Трамп и разведет дерущихся русского и украинца по разные стороны и помирит их. Нет, подождите, получалось же. Ну вот смотрите, перемирие на 9 мая. Это же имени Трампа перемирие. Это демонстрация того, что этой войной можно управлять. И это могут делать американцы. Я сейчас не в отношении там России, Украины, вот этого указа. Сейчас, знаете, вот эти шутки ходят. А что это Зеленский не издал указ, что не надо бить по Киеву? Да? Так посмеиваются горько многие украинцы, ну, которые, понятно, не любят Зеленского, но тем не менее. Трамп понял, что он может этим управлять. Ну, не управляет. Трамп может этим управлять в определенной степени. Вот в той степени, в которой это происходит это управление. И этому не противится главный противник — глобальная монархия. Потому что если бы Великобритания приехала бы и сказала Зеленскому наносить удар по Красной площади,
то нанесен был удар по Красной площади во время парада. А это перемирие, это, скажем так, демонстрация присутствия. Это не влияет на глобальный результат. Я повторюсь, причины настолько фундаментальные этого конфликта, причем главные участвующие стороны не принимают решения по этому конфликту, что прекратить его просто вот там со звонка из Вашингтона невозможно. Трамп продемонстрировал, что он находится в процессе, что он может чем-то управлять в этом конфликте. Но глобально управлять он в этом конфликте сможет, когда сможет победить его главного бенефициара, чем он в принципе сейчас и занимается. И задача у него через войну в Украине, как одну из горячих точек, ослабить своего главного противника и победить. И результатом будет как второстепенный результат для Трампа и первостепенный результат для нас – это прекращение войны. Это фиксация ее результатов и прекращение взаимных убийств и бомбардировок. Но это на сегодняшний момент это нереально. Когда на поле боя находится несколько противников, и иные из них не хотят прекращения войны, то достижение мира невозможно. Если опять переключиться на народ Украины. Сейчас много материалов выходит о том, что мальчиков нет, выпускных классов, ну, позабирали, поувозили, да, там одни девочки. Показывают какие-то видео с каких-то колледжей, разное причем, да, и когда Зеленский ездил, и когда... Нет, ну, есть, конечно, пацаны, но в основном девчонки по техникумам, по университетам и так далее. Очень едко выглядит в украинском информационном пространстве тема мигрантов, которые говорят, ну, это объективные данные, что это экономика такая, надо завозить. Они так очень, конечно, экзотически смотрятся на улицах Ивано-Франковска, Львова и других городов, не только этих. И Харьков, и, в общем, везде. Потому что, ну, свято место пусто не бывает, и поэтому, да, вот рабочие руки теперь немножко меняют цвет. Но это же следующий шаг, это цвет вообще вот этой нации, которую устроят. Абсолютно аполитичные, абсолютно, скажем так, провластные, потому что любые мигранты это провластные. Ну, то есть, тут уже как ни крути, они не голосуют, но как бы создают такой фон вот этой поддержки власти. Хотя вот мы видели, помним скандал, например, американский, где можно было мигранту проголосовать нелегальному. Ну, они вот демократы в пылу борьбы вот этой политической с Трампом применяли вот эти моменты. Ну, опять-таки, сейчас у Трампа там бегают, постреливают периодически, да, вот на выходных был очередной инцидент. Тут Киев в огне, Усик дерется, тоже там вопросы по Усику по поводу этой победы обсуждаются, эти моменты. А стрельба в Белом доме, понимаете? То есть это очень важный вопрос, и когда вот мы тут говорим, что мы такие западные, мы такие... Но Украина реально показала, что она не готова к вот этому замещению. Даже фашистующие, в прямом смысле этого слова, с зигами, вот этот, скажем так, молодняк, он даже вышел на немногочисленную, но такую все равно акцию протеста во время войны на выходных на Майдане, пожалуйста. Их можно было видеть, как они против трудовых мигрантов с картонками, это сейчас такая новая стилистика, вышли. Но реально все вот выходят, что-то заявляют, какие-то там моменты, там красивые слова, как вот наши политики, да, но нет никаких действий, потому что это вещь, да, вот просто надо мыслить немножко по-другому. Это дело, ну, исправляется, корректируется или каким-то образом только государственническими шагами конкретными по привлечению вот этой трудовой миграции, без которой как бы экономически нам все прожужжали уши, что не обойтись. Как вы смотрите на эту проблему и что думаете, насколько... Ну вот и помните выражение такое есть, цвет нации, да? Ну а цвет другой. Надо, во-первых, определиться с правильной идентификацией, что за нация и какой у нее цвет. А потом уже кого-то туда назначать в цвет. Потому что недавно цвет в гробах заехал. Главный враг главного героя Украины Бандера теперь будет похоронен в пантеоне героев. То есть давайте сначала определимся, что за нация, какой у нее цвет. И тогда уже можно будет с правильной терминологией делать правильные выводы.
Что касается трудовой миграции, да, это реальное окно Авертона, и видно, кто главные бенефициары, и как украинская правда начала разгонять о том, что не так страшен индус, как его малюют. То есть, ну, окошечко приоткрывается все шире и шире, превратится скоро в распахнутые окна. А тот протест, о котором вы сказали, чисто срежиссированный властью для показания некой демократии, для выпуска пара через свисток, реально нету сил, которые могли бы, вопреки воле, скажем, власти, выйти и продемонстрировать собственное мнение хотя бы по защите своего собственного дома. Это же и есть та самая государственная измена, когда ты собственный генофонд заменяешь чужим. Когда на место людей, которые имеют связь с этой землей, с этой культурой, с менталитетом, с аксиологическими ценностями, которые имеют, как мы уже говорили, до 30% родственников с Россией, будут заменены на людей, не имеющие никакого отношения к этой земле, к этой историке, к этой истории, к этой героике, к этой культуре. И не будет возникать тогда никакого вопроса о старых связях, никаких не будет связи истории. То есть, то, что нас связывает, тот канат, который превратился в тончайшую нить на сегодня, но она еще существует. Вот когда он будет разорван, тогда здесь уже можно будет устраивать то, что глобалисты и хотят. Территорию постоянной войны. Вот это вот глобальная цель. Потому что те, кто еще имеют какую-то связь, они будут отправлены на фронт, они будут отправлены в эмиграцию, вынужденную или в желанную. А на их место заедут те, которым по барабану будет. Для них жители соседнего Судана или Бангладеша будут гораздо понятнее и ментальнее, чем россияне. Это я как-то на прошлой неделе в шуме показывал. Ну, девочка, учительница по зуму занимается с детьми, готовит к ЗНО, к этой сдаче экзаменов. Ну, репетитор, да, то есть она у себя выставила, не смогла удержаться. Ну, потому что тема же как в школе звучит? Индустриализация. И он как бы пошутили старшеклассники, или, ну, не всерьез, понятное дело, что индустриализация от слова индус, понимаете? Да. Ну, то есть грустная шутка, ну смешно же, понимаете? Это так вот, и понятное дело, что а как это написано в учебнике? Ну, возьми и выдала и скажи, что да, Западная Украина, наши края, ну, это, видимо, Западная Украина была учительница, говорит, да, вот они после Второй мировой войны, да, вот индустриализировалась. То есть строились заводы, строилась как бы вот эта вот рабочая жизнь. Ну, кажется, такого уже не будет, понимаете? Потому что с завозом индусов сразу читаются планы на Украину. Вот недавно в соцсетях ахнули просто, увидели огромный такой копатель с такой пилой, огромнейший, как там 2 крана, знаете, с такой огромной такой, скажем так, скажем, таким диском, да, который там, ну, это для того, чтобы карьеры выкапывать, такую дуру пригнали вот, в воюющую страну, такую технику для того, для чего? Для того, чтобы осваивать, так сказать, территорию, какие-то другие месторождения. Если все настолько плохо, что хорошо уже как бы было, то есть шанс на какое-то изменение? Вот как вы его видите? Да, те процессы, которые происходят в мире, свидетельствуют о том, что изменения будут. Изменения будут, будет разрушаться вертикаль, которая сейчас уже, скажем, не такая даже стабильная, как она была еще год назад. Вертикаль украинской власти, она будет разрушаться. Будут разрушаться режимы, которые поддерживают войну в Украине, настаивают Украину в войне, а войну в Украине. На их место придут другие лидеры. А в одиночку продолжать такую политику непримиримую, которую ведет Зеленский, не признавая собственные ошибки и не желая подводить итоги, какие бы эти горькие итоги не были, но их пора уже подводить. Потому что это как в казино. Ты проигрываешь, пока у тебя не останется штанов, надеясь на то, что одним ударом ты отыграешься. А еще особенно, когда ты играешь не на свои. И именно этого сейчас больше всего и боится украинская властная элита. Подведение итогов.
аудита государства, аудита собственной политики. Когда начнутся реальные цифры погибших, раненых, эмигрировавших, оценки демографического состояния, экономического состояния. До чего довела политика конкретной власти. И вот этого власть боится больше всего. Потому что продолжение войны – это нахождение еще в том же состоянии стресса и турбулентности, когда ключевой фразой является там «не время, Родина в опасности». А когда это проходит, когда начинается оценка пройденного пути, когда оглянуться страшно, а там могилы, могилы, могилы. Как людские могилы, так и могилы кластеров общества и государства. И тогда, конечно, вот страшный этот итог, когда суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора. Денис Неведомский был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Спасибо, Александр. Всего доброго, друзья. Друзья, берегите себя. Всем добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.